Когда Брюсу Ли было 13 лет, он повстречался со своим первым реальным соперником. Это был мальчик, который был ниже и худее, чем Брюс Ли. По внешнему виду можно было сказать, что мальчик плохо питается. Как только они начали драку, этот худой мальчик так стремительно и ловко атаковал Брюса, что Брюс неожиданно для себя оказался на земле. Брюс моментально поднялся на ноги и без всяких угрожающих жестов опять бросился с кулаками на противника, желая отомстить ему. Но его соперник очень умело уворачивался от его ударов. Мальчик вновь нанес всего лишь единственный удар кулаком, и Брюс отлетел к стене. После этого поражения Брюс Ли понял, что навыки, которыми он овладел, снимаясь в кино, непригодны для самозащиты. Хотя его движения были впечатляющими, но они были бесполезны в реальной борьбе. Брюс решил всерьез заняться боевыми искусствами. Через некоторое время Брюс научился набору приемов у мастера кунг-фу, которого он взамен обучал танцу ча-ча-ча. 他在少年时代曾经学习过北派精武门的功力拳、截拳这些拳法，而这些拳法呢，当时是学自香港精武体育会元老邵汉生师傅。那么邵师傅呢，功夫好，想学跳舞；李小龙呢，舞蹈好，想学功夫。于是有一天呢，少年李小龙就找到了邵汉生师傅，跟他说：“四叔，我想用我的舞蹈跟您交换一套拳，我教您舞蹈。” 您教我打拳，所以呢，四叔想了想就同意了。邵汉生师傅细心的教授李小龙李小龙打拳，打空翼拳、截拳。 Отец Брюса Ли попросил через своего близкого друга принять сына в качестве ученика к известному мастеру кунг-фу Ие Вену. Ие Вен был родом из города Фошан, провинции Гуандун. В 40-х годах в Гонконге он создал школу боевого искусства стиля Юанчхуэн. Это стиль кунг-фу юга Китая. Ие Вен не принимал в ученики любого. Он слышал о плохой репутации Брюса Ли, но, чтобы не портить отношения со своим другом, он сделал исключение и согласился взять мальчика. Ие Вен был хорошим учителем, не запрещал им изучать другие стили кунг-фу. Поэтому Брюс Ли продолжал сниматься в кино и обучался различным стилям кунг-фу. Все это и заложило крепкую основу для разработки своего собственного стиля кунг-фу Тие Чен Дао. Кроме съемок в кино, Брюс Ли нигде не работал. Продолжал провоцировать драки на улицах Гонконга, во время которых он использовал навыки Юан Чуэн. И не останавливался до тех пор, пока лицо соперника не покрывалось синяками. Брюс приобрел репутацию любителя уличных драк. Людей, которых он обидел, становилось все больше и больше. Его родители начали сильно беспокоиться за него. К этому времени Брюсу Ли было почти 18 лет. И во избежание больших неприятностей Ли Хай Чуан решил отправить сына в Соединенные Штаты Америки. В США Брюс Ли изменился до неузнаваемости. Он больше не прогуливал уроки, как делал это в Гонконге, а учился добросовестно и прилежно. Он одновременно обучался в разных школах – в Сан-Франциско и Сиэтле, был учителем ча-ча-ча, подрабатывал в ресторанах и даже открыл школу боевого искусства. Брюс Ли создал школу боевого искусства в Сиэтле не только для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Он хотел создать свой стиль кунг-фу и назвал этот новый стиль кунг-фу Тие Чен Дао. 他为什么要用截拳这两个字？那么他有一位老师也用过一个截拳这个词，但那个截是季节的那个节，他把它改为这个阶段的阶。那么我觉得这个改啊，是一个理性的升华。因为所谓截拳，实际上就是迎击，就是提前出手，把对方压制在我强大的威势面前，
是你还没有形成你的动作构成时，我已经就先声夺人了。而这恰好是中国古代武学中最重要的。Брюс Ли везде и всегда говорил о преимуществах стиля Тюэ Чен Дао и резко критиковал отрицательные стороны других стилей кунг-фу. Это все вызвало большое недовольство японского мастера Ямамото, местного мастера боевых искусств. И он вызвал Брюса Ли на поединок. Результат поединка оказался плачевным для Ямамото. Прошло только 11 секунд после начала боя с Брюсом Ли, а Ямамото уже не мог стоять на ногах. Ямамото – студент другого университета, известный японский каратист, обладатель черного пояса 3-го дана. Такая легкая победа над ним стала лучшей рекламой для школы Тюэ Чен Дао. Вскоре все больше и больше учеников стали приходить в школу кунг-фу Брюса Ли. После победы в этом поединке Брюс Ли на входе своей школы повесил доску с надписью «Тюэ Чен Дао». Будучи подростком, Брюс обучался стилю Юн Чхун у мастера Эавена. В чем сходство и чем отличаются друг от друга эти два стиля? 在咏春拳阶段，可能双方一旦贴身，可能因为这个对方的格挡，或者说纠缠。那么双方可能就会在这个过程中间会进入封手打击，到后期的截拳道，它可能不是经过，它不需要经过离手封挡，也就是说，截拳道的这个截，不管是截拳也好，还是截踢也好，它只是一个简单的动作，它不招不架，只是一下，一个简单的技术就能够实现防御、攻击、封阻等等各种各样的效果。Осенью 1961 года Брюс Ли поступил на факультет философии Университета штата Вашингтон. Он арендовал участок земли на автостоянке возле учебного корпуса университета для своей школы кунг-фу. Мы знаем, философия – это для мыслителей, и, казалось бы, несовместимо с озорным и подвижным характером Брюса Ли. Но все, кто его хорошо знал, видели в его натуре и чрезвычайную активность, и крайнюю умиротворенность. Его активность реализовалась в кунг-фу, а спокойствие и умиротворенность вышли на философию.李小龙有一个很大的优点，就是他善于思索，善于思维。他除了技术层面的东西以外，他非常注意这个技术层面以上的东西。我们中国人在传统上把它叫做道，实际上是一种理性的思念，用理性的思念，用道的思念来去概括技术，给技术制定某些规定性。他有这个比较好的中国文化的修养。他去美国以后，又大面积的、高频率的接受了美国文化，特别是美国的武文化，我们把它叫做搏击文化。在这个过程中，他没有丢掉自己本民族、本国家的文化本位，特别是哲学思想。他身上所放射出来的东西，第一是中外文化的结合，第二是对中国文化，特别是武文化的深层理解。Брюс Ли очаровали китайские мыслители Лао Цзи и Джуан Цзи, немецкий Ницше и французский философ Сартр. Когда он был студентом, в его коллекции было несколько тысяч книг. Он прочел много философских книг по даосизму и потратил немало времени для изучения буддизма. Он даже выражал свои философские идеи с помощью картин. Из даосских учений Брюс Ли узнал о том,
какими были в Древнем Китае понятия верности, преданности, терпимости по отношению к окружающим. Философии Ницше и Сартра оказались созвучны его воинственному и вольнолюбивому характеру. В своем стиле Тюэ Чжэн Дао Брюс Ли сочетал и восточную, и западную философии. Важной концепцией его философии была идея подражания воде. 李小龙说，最柔软的东西是不怕击打的。我们中国古语也有一句话，叫做“和柔似水，然水磨石消”。世界上没有比水更柔软的东西，但是水的磨石可以达到水滴石穿。因此呢，李小龙主张每一个武术家都应该具有水的特性。所以他有一段很经典的哲言是这样说的：应该清空你的思想，无形无事，像水一样。你把水倒进杯子里，它就成为杯子的形状；你把水倒进瓶子里，它就成为瓶子的形状；你把水倒进茶壶里，水又变成茶壶的形状。水时刻流动着，它可以静静的流淌，也可以奔腾冲击。因此，像水一样吧，我的朋友。В августе 1964 года Брюс Ли женился и вместе с женой переехал в Лос-Анджелес, где продолжил преподавание своего боевого искусства. Он принимал в свою школу кунг-фу всех, независимо от расы, национальности и гражданства. Это вызвало недовольство со стороны китайских мастеров боевого искусства. Они предупредили его, что он не должен нарушать действующие в сообществе кунг-фу древние правила. Брюс Ли не боялся никаких угроз, но внес соответствующие поправки в учебные программы своей школы. Однако мастер кунг-фу Хуан из Сан-Франциско был недоволен тем, что Брюс Ли преподает боевое искусство Китая иностранцев, и вызвал Брюса Ли на бой. В письменном вызове мастер Хуан выдвинул такое условие, что если Брюс Ли проигрывает в поединке, то он должен закрыть свою школу и прекратить обучать иностранцев китайскому боевому искусству. Местом для поединка был выбран заброшенный склад. Мастер Хуан практиковал разные стили кунг-фу.身体中间的中线最短线，而且呢，最短的时间、最简单的动作，毫不浪费时间，没有任何的蹲身起步，没有任何的花套的招式，一招制敌，精简直接，这就是截拳道技击理念的核心。 На основе техники дюймового удара стиля Юнчхун Брюс Ли разработал более действенную технику в стиле Тюэ Чжэн Дао. Дюймовый удар является уникальной техникой стиля Юнчхун для осуществления внезапных ударов. Удар может быть нанесен кулаком с дистанции всего несколько дюймов и даже в 1 дюйм от цели. Дюймовый удар, использованный Тюэ Чжэн Дао, сохранил плюсы дюймового удара стиля Юнчхун, но и включил в себя ключевые моменты других техник нэйцзя. Брюс Ли говорил, чем быстрее вы сможете выиграть поединок, тем безопаснее для вас. Для наибольшей эффективности необходимо использовать простые, но эффективные навыки и наносить прямые удары. Дюймовый удар Тюэ Чжэн Дао как раз соответствует этим требованиям.
Новость о том, что Брюс Ли выиграл у мастера Хуан, быстро распространилась среди американцев китайского происхождения. Но вне этого круга имя Брюс Ли было еще мало известно. Брюс Ли решил совершить турне по Америке с показательными выступлениями Тюэ Чен Дао. Но, к сожалению, большинство зрителей были азиаты, проживающие в Америке, и его выступление смотрело мало американцев. Один знакомый сказал Брюсу Ли: «У тебя прекрасное кунг-фу, почему бы тебе не продемонстрировать свои возможности на панамериканском турнире по карате?» В то время японское карате являлось популярным стилем восточного боевого искусства США. Тогда в Америке проводились национальные турниры по карате, но не было соревнований по китайским боевым искусствам. Это было связано с крайним консерватизмом китайских мастеров. Они не хотели обучать иностранцев. Брюс Ли без малейшего колебания прервал свое показательное турне и поехал в Калифорнию для участия в национальном турнире по карате. Наиболее сильным участником турнира был Чак Норрис, американец, который выигрывал панамериканский турнир по карате 3 раза. В этом турнире, как все полагали, он имел наибольшие шансы на победу. Брюс Ли очень легко дошел до финала, где его соперником стал Чак Норрис. Хотя Брюс Ли сражался в соответствии с правилами карате, но он смело использовал технику Юнчхун. Норрис, который никогда не сталкивался с такой техникой, был побежден. Китайская пословица гласит: «Они бы никогда не знали друг друга, если бы они не воевали друг против друга». Вскоре Норрис и Ли стали друзьями, и потом они вместе снимались в фильме «Путь дракона». В фильме Брюс Ли использовал технику воздушного удара ногами. Говорят, что он научился этому у Норриса. 腿法学自罗女士是不确切的。实际上早在64年，李小龙就跟美国跆拳道之父李君九就有很好的交往。那么呢，李小龙这个高腿法呢，实际上跟跆拳道、跟传统的北派武术、甚至包括跟罗女士的交流，可能点点滴滴的有一些总结，有些归纳，可能都有一定的益处，绝对不是某一个人教李小龙的，而是李小龙自我的一个总结。 Этот воздушный удар ногами Брюса Ли по-прежнему популярен и в нынешнем поколении практиков Тюэ Чен Дао. Чем дольше Брюс Ли находился в США, тем больше он чувствовал предвзятое отношение американцев к китайцам. Он понял, что американцы в основном получали представление о Китае из фильмов, снятых европейцами, которые неверно представляли Китай, показывали лишь невежество и отсталость. Он решил сделать фильм, который сможет показать истинный облик китайского народа. Брюс Ли начал сниматься в ряде фильмов о кунг-фу Китая. Среди них были фильмы «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона» и самый известный «Выход дракона». Эти фильмы имели небывалый успех, стали невероятно популярными, они буквально перевернули представление Запада о Китае, вызвали у европейцев большое уважение к кунг-фу. Трюки Брюса Ли в этих фильмах, как 3 удара ногой Ли, бой с кувырками, с нунчаками, вызвали истинное восхищение у западных зрителей. В 1973 году на пике своей карьеры Брюс Ли готовился к съемке своего 5-го фильма «Кунг-фу. Игра смерти».
По фильму есть текст с изречением древних буддийских канонов: «Жизнь – это процесс ожидания смерти». Но никто и не мог себе представить, что в ходе съемок этого фильма со зловещим названием «Игра смерти» Брюс Ли умрет. Брюс Ли скоропостижно скончался 20 июля 1973 года в Гонконге. Есть много версий о причине его смерти. Брюс Ли, чья жизнь была легендой, завершил свою легенду тайны, которая, возможно, никогда и не будет раскрыта. Брюс Ли прожил всего 32 года, снялся в 4,5 фильмах о кунг-фу. Жизнь его была короткой, но сверкающей, как жизнь падающей звезды. Но до сих пор его помнят и чтут. Брюс Ли стал первой кинозвездой Китая в Голливуде. Его фильмы кунг-фу стали новой категорией фильмов, поражающих воображение зрителей. До сих пор Брюс Ли изображается на рекламных плакатах многих кунг-фу фильмов. В 1980 году, после показа в Китае кунг-фу фильма Брюса Ли, поклонники этого стиля занялись более глубоким изучением как самого Цюэ Чэндао, так и творчеством Брюса Ли. Ши Тхен Лун внешне очень похож на Брюса Ли. Он актер и режиссер кунг-фу фильмов. Они вместе с Хао Ганом, директором международного центра Цюэ Чэндао, занимаются распространением и развитием Цюэ Чэндао в Китае. Ши Тхен Лун из семьи, где из поколения в поколение практиковали боевые искусства. В возрасте 13 лет он стал тренером кунг-фу. В 1989 году он создал первый в мире учебный центр Цюэ Чэндао в городе Цинхуандао, провинции Хэбэй. Более 100 тысяч человек прошли обучение в этом центре. После смерти Брюса Ли прошло более 30 лет. Цюэ Чэндао популярен во всем мире. Растет число молодых людей, интересующихся этим стилем кунг-фу. Открываются новые школы и центры по Цюэ Чэндао. Все это является продолжением дела Брюса Ли и содействует развитию